Вечер начался как обычно. Чингук вел прямой эфир на Уиверс, удобно расположившись в своей тускло освещенной студии, в окружении привычного гула мягкой музыки и тихого смеха. Он выглядел расслабленным, его длинные волосы падали на глаза, когда он приветствовал поклонников теплым, нежным голосом. Никто не мог предсказать, что сейчас произойдет. Сначала Чингук отвечал на легкие вопросы армии о тренировках, новой музыке и даже любимых ночных перекусах. Но когда в одном из комментариев упомянули Тэхёна, тон трансляции полностью изменился. Чингук замолчал, его выражение лица смягчилось так, что миллионы зрителей затаили дыхание. На мгновение повисла тишина, а затем, с легкой улыбкой, Чингук начал говорить, не как айдол, не как артист, а как человек, вспоминающий кого-то очень важного для него. «Знаешь, мы с Тэхёном многое пережили вместе», – тихо сказал он. Иногда люди видят только то, что на камеру, но за этим скрывается гораздо больше. В считанные секунды видеоролики с этим моментом заполонили Твиттер, ТикТок и Ютуб. Фанаты замерли на том самом кадре, где глаза Чингука блестели от эмоций. Хэштег решетка Юнка Кабоутая Юнг стал мировым трендом. Никто не ожидал, что он так раскроется, не после месяцев молчания между ними во время публичных мероприятий. Но Чингук не остановился. Комментарии продолжали хлынуть потоком, и он медленно пролистывал ленту. Один из фанатов написал: «Ты все еще общаешься с Тэхёном?» На мгновение он замялся, а затем тихонько рассмеялся, тот самый смешок, который скрывает больше, чем показывает. «Конечно», – тихо ответил Чингук. «Даже если мы не общаемся каждый день, он всегда будет рядом со мной. У нас слишком много общих воспоминаний, чтобы это изменилось». Его слова нашли отклик в фандоме. Давние армии знали, что связь между Чингуком и Тэхёном, двумя самыми младшими участниками BTS, выходит за рамки дружбы. От бурных подростковых лет до становления мировыми иконами они росли бок о бок, балансируя между славой и братством. Чингук начал вспоминать о ранних годах. «Я до сих пор помню, как мы не спали ночами, рассказывая о своих мечтах. Тэхён играл на гитаре и напевал случайные мелодии. Иногда я просто слушал и думал, вот оно, счастье». Наблюдатели чувствовали тяжесть его искренности. Это была не просто ностальгия. Это была тоска, тихое признание, скрытое на виду. Записи голоса Чингука разлетались по всему миру. Некоторые фанаты плакали, другие анализировали каждое слово, а третьи просто улыбались, благодарные за такую уязвимость. Долгие годы отношения Чингука и Тэхёна завораживали фанатов. В ранние годы BTS они были неразлучны, делили гостиничные номера, без конца шутили и часто назывались родственными душами. Но со временем графики, слава и карьера создавали между ними дистанцию. Слухи часто пытались противопоставить их друг другу, намекая на соперничество или недопонимание. Однако недавнее выступление Чингука разрушило эти иллюзии. Он говорил с теплотой, которая рождается только от искренней привязанности. «Знаешь, Тэхён – один из самых уникальных людей, которых я когда-либо встречал», – сказал Чингук. «Он видит мир по-другому. Иногда я этого не понимаю, но я так многому у него научился. Мы спорили, смеялись, плакали вместе, но ведь именно это делает их настоящими, верно?» Армии были просто ошарашены. Годами фанаты гадали о тихой дистанции между ними, но слова Чингука все прояснили. Связь никуда не исчезала, она просто крепла. Один из фанатов написал в Твиттере: «Это был не просто Чингук, говорящий о Т. Это был Чингук, который по-своему тихо признался, как много Т для него значит». После окончания прямого эфира интернет снова потрясло. Тишина наполнила комнату. Чингук откинулся на спинку кресла, глядя на свое слабое отражение на экране компьютера. Музыка все еще тихо играла на заднем плане, но его мысли были далеко, где-то в прошлом. Чего фанаты не заметили, так это того, что перед выходом в эфир Чингук пересматривал старые видео BTS, хаотичный закулисный ролик, где они с Тэхёном бесконечно поддразнивали друг друга. Их смех был искренним, эхом разносящимся сквозь годы, словно старая песня.
Он слабо улыбнулся, вспомнив, как ты называл его Чон Чингук-и, тем озорным тоном, который был доступен только ему. «У него всегда была такая энергия», — позже сказал Чингук в интервью. «Всякий раз, когда я уставал, он просто появлялся, и все каким-то образом становилось легче». Это признание, короткое и простое, почти мгновенно стало вирусным. Фанаты создавали монтажи, музыкальные сборники и даже арты, вдохновленные словами Чингука. Но за этим волнением скрывалось более глубокое чувство – тоска. Речь шла не только о ностальгии, речь шла о двух душах, которые прошли через одно и то же пламя и стали сильнее по отдельности, но все еще связаны. Честность Чингука напомнила фанатам, что настоящие связи никогда не исчезают. Они только развиваются. Спустя несколько часов после прямого эфира Чингука Тэхён опубликовал в Инстаграм нечто неожиданное – черно-белое фото с простой подписью. «Давно не виделись, да?» Никаких эмодзи. Никаких тегов. Просто так. Фанаты тут же заполонили комментарии, решив, что это тонкий ответ на слова Чингука. Через несколько минут Чингук и Тэ снова попали в мировые тренды. Пост стал еще более эмоциональным благодаря самой фотографии, микрофону и полупустому стулу в студии. Некоторые армии отметили, что она пугающе похожа на то, что было на Чингуке во время его прямого эфира ранее тем же вечером. Совпадение? Возможно. Но для тех, кто следил за ними годами, это было похоже на молчаливое общение, не требующее слов. Несколько часов спустя Тэхён вышел в прямой эфир один. Он был, как обычно, обаятелен и игрив, остроумен, но в то же время как-то отстранен. Затем, когда один из фанатов спросил: «Ты смотрел прямой эфир Чингука?» Он сделал паузу, мягко улыбнулся и просто сказал: «Я видел». «Я видел. Скажи ему». Я рассмеялся. Но как только он произнес эти слова, его голос смягчился, под игривостью скрывалась нотка нежности. Чингук – тот, за кем я всегда буду болеть. Всегда. То, как он подчеркивал это, полностью лишало фанатов самообладания. Чат взорвался плачущими эмодзи, сердечками и эмоциональными посланиями. Два сердца. Одна связь. Все еще сильна после всех этих лет. В течение 24 часов жизни Чингука и Тэ стали темой для обсуждения в интернете. Видео заполонили все платформы, каждый фанат анализировал тон, паузы, взгляды. Сравнения их жизней стали вирусными. Тихая искренность Чингука в сочетании с нежной реакцией Тэхёна создали настоящий эмоциональный шторм. В X, ранее Twitter, фанаты написали: «Это похоже на любовное письмо, написанное в тишине». Им не нужно это говорить, вы можете это почувствовать. Другие добавили: «Ты кук, это уже не просто моменты. Это воспоминания, которые никогда не померкнут». Фан-художники начали рисовать эмоциональные иллюстрации. Чингук в своей студии смотрит на светящийся микрофон, а Тэ улыбается, глядя на далекий свет. Другие писали стихи и письма, вдохновленные их связью. Но, пожалуй, самый трогательный отклик пришел от Эйары Муай постарше, которая следила за BTS с 2013 года. Она написала: «Наблюдая, как Чингук и Тэхён говорят друг о друге, я вспоминаю, почему я вообще влюбилась в BTS. Дело не только в славе или музыке. Дело в человеческих связях, уязвимости и любви в ее чистейшем виде». Этот пост набрал более 100 тысяч репостов. Даже новостные издания начали освещать эту историю. Заголовки вроде «Чингук рассказал о Тэхёне», «Арми в слезах от эмоционального воссоединения» и «Тонкий ответ Тэ растопил интернет» доминировали в трендах в Корее, Японии и США. Это было больше, чем просто домыслы фанатов, это было напоминание о том, что BTS, несмотря на свой глобальный статус, все еще люди с дружбой, эмоциями и невысказанными связями, которые трогают миллионы. Прошло несколько недель после этих незабываемых жизней. И Чингук, и Тэ вернулись к своим сольным графикам, концертам, модным мероприятиям, съемкам брендов, интервью. Мир продолжал двигаться дальше, но армии никогда не забывали.
Они продолжали ждать, надеялись, воплощая момент, когда эти двое наконец снова появятся вместе. И вот, без предупреждения, это случилось. Менеджмент BTS объявил о неожиданном воссоединении, все участники соберутся на закрытое мероприятие, посвященное десятилетию их дебютного альбома. Публичной трансляции не будет, только закулисный контент для фанатов. Но каким-то образом весь интернет гудел от предвкушения. Когда Чингук пришел в тот день в студию, камеры уловили что-то едва заметное, нервную улыбку, тихий взгляд и едва слышное мычание. Спустя мгновение вошел Тэхён. Их не видели вместе уже несколько месяцев. Воздух словно замер, когда их взгляды встретились впервые за, казалось, целую вечность. Затем на лице Тэхёна расплылась знакомая улыбка, и Чингук невольно рассмеялся. «Ты долго тянул», — поддразнил Тэ. «Ты все еще медлительный», — ответил Чингук, ухмыляясь. Как будто время не прошло. Они коротко обнялись, но это объятие говорило о многом. Годы воспоминаний, расстояние и молчаливое понимание слились в одно мгновение. Позже сотрудники студии описывали атмосферу как эмоциональную, но спокойную, будто смотрели на братьев, которые только что вернулись домой. Этот клип длиной всего 5 секунд стал вирусным меньше, чем за час. Поклонники по всему миру расплакались, увидев их снова вместе. Фраза «воссоединение Тхэкук» держалась в мировых трендах 2 дня подряд. Поздно вечером, уже после окончания съемок, Чингук и Тэ остались в пустой студии. Остальные уже ушли. Свет был приглушен, и тишина казалась успокаивающей. Они просто сидели, без камер, без фанатов, без ожиданий. Просто 2 старых друга. Тэхён откинулся на спинку стула, усмехнувшись. «Знаешь, я снова смотрел твой прямой эфир», — сказал он. «Ты выставил меня каким-то загадочным артистом или кем-то в этом роде». Чингук рассмеялся. «Ты загадочен. Никто никогда не знает, что у тебя в голове. Даже ты». «Особенно я», — пошутил Тэ, и они оба тихо рассмеялись. Потом наступила долгая пауза. Чингук тихо вздохнул. «Я говорил серьезно все, что сказал в тот день. Ты же знаешь о нас, о том, как многому я у тебя научился». Тэхён посмотрел на него, на этот раз без поддразнивания, без улыбки, только искренность. «Знаю, Чингук. И я горжусь тобой». Эта простая фраза что-то сломала. Все годы отстраненности, недопонимания и онлайн-домыслов растаяли. Осталась правда, невысказанная, но настоящая. Им не нужны были ни широкие жесты, ни эмоциональные речи. Просто присутствие. Просто понимание. «Давай не будем ждать слишком долго в следующий раз», – прошептал Чингук. «Договорились», – сказал Тэхён с легкой улыбкой. Когда наконец появились закулисные кадры с юбилейного мероприятия, фанаты были к этому не готовы. Одна сцена, Чингук помогает Тэхёну починить микрофон, смеясь вместе, мгновенно стала сенсацией. Комментарии взорвались, они вернулись. Это исцелило мою душу. Им даже не нужно было ничего говорить, просто посмотрите на них. Даже корейские СМИ не могли не написать об этом моменте. В статьях их воссоединение описывалось как напоминание о нерушимом братстве BTS. Музыкальные критики отмечали, как редко айдолам удается сохранять настоящую эмоциональную связь после многих лет в индустрии, и как Чингук и Тэхён продолжали бросать вызов всем этим трудностям. Армии со всего мира активно использовали такие хэштеги, как решетка Таека Ак Форевер, решетка Юнка Ак Шадитал и решетка Тайреплетшелентле. Этот момент стал еще более трогательным, потому что никто из них не прокомментировал это публично. Не было никаких постов, никаких загадочных подписей, никаких интервью, просто молчание. Молчание, которое словно говорит, нам больше не нужно ничего доказывать. Фанаты не возражали. Для них это молчаливое подтверждение было важнее любого публичного заявления. Оно было искренним. Несколько недель спустя Чингук появился в радиоинтервью. Ведущий улыбнулся и задал легкий вопрос.
В последнее время вы очень тепло отзывались о Тэ. Что делает вашу связь такой особенной? Чингук на мгновение замолчал, прежде чем ответить. Мы выросли вместе. Мы видели и худшие, и лучшие друг в друге. Мы знаем, что значит начинать с нуля и мечтать обо всем. Такая связь не исчезает, она просто становится частью тебя. Ведущий улыбнулся. Похоже на настоящую дружбу. Чингук кивнул. Точно. Он для меня семья. Эта фраза снова довела фанатов до слез. Семья. Не просто товарищи по команде. Не просто друзья. Семья. И где-то в другом конце города Тэхён опубликовал фрагменты этого интервью в своей истории в Инстаграм, добавив лишь одну заметку, без слов, без объяснений. Всего один эмодзи в виде сердца. Шли месяцы, Чингук и Тэхён продолжали идти разными путями: сольная карьера, модные коллаборации, актерское мастерство, музыка. Но время от времени ARMY замечали мелкие детали: одинаковый браслет, общую отсылку к строчкам песен, молчаливый взгляд во время совместных встреч. Миру больше не нужны были драматичные заявления, чтобы узнать правду. Связь была невидимая, вечная, глубоко человеческая. Чингук однажды сказал в одном из последних выступлений: «Есть люди, которые идут рядом с тобой не просто так. Даже когда мир меняется, они остаются твоей неизменной». Хотя он так и не назвал имени, все поняли, кого он имел в виду. История Тэхёна и Чингука никогда не была драмой. Она была о взрослении, прощении и любви, не знающей расстояний. Фанаты лучше всего подытожили это так: они не просто айдолы. Они – родственные души в своем роде, связанные не славой, а временем. И пока BTS продолжает жить в сердцах миллионов, будет жить и нерушимая связь между Чингуком и Тэхёном, две души, одна история, бесконечный смысл.